able to make inhalation is due to the centripetal pulsation. И то, что мы называем процессом вдоха, это выражение центра стремительной пульсации. So this centripetal pulsation is called prana. И эта центростремительная пульсация называется на санскрите прана. Этот этап дыхания. Due to this only we are able to inhale. И We are allowed to inhale by this. с помощью этой пульсации мы можем только вдыхать, то есть притягивать к себе воздух. And there is, alternating with this, there is another pulsation which is centrifugal. Есть, значит, вторая пульсация, которая противоположна первой, она называется центробежная пульсация. От центра на периферию. Центробежная. That is what is called apana. На санскрите называется апана. So this first pulsation, which is centripetal, this prana, is responsible to make us our inhalation, to receive the И эта пульсация oxygen. первая, которая называется прана центробежная, она позволяет нам получать, привлекать. And the second one, apana, is responsible for us to make exhalation. А вторая пульсация, она значит, отвечает за то и позволяет нам выдыхать вовне. And these two И эти are две working вместе, alternately, они противоположны друг другу. because there is the operation of a law called law of alternation. И управляется законом противоположности. So there is operation of the law of pulsation and law of alternation. This is, One is law of pulsation. одна из них это закон пульсации. Pulsation means contraction and expansion, contraction and expansion. That is called Пульсация pulsation. это значит привлечение и отдача, привлечение и отдача. Сжатие, разжатие. Сжатие и расширение. Процесс сжатия и расширения. Where are these laws existing? И где эти законы существуют? They exist as the properties of space. Они существуют как способности или качество пространства. How they are operating in us? И каким образом они действуют в нас? Because there is space around us and space inside us. Это вследствие того, что это пространство есть вовне нас и внутри нас. We never observe all these things. Мы не наблюдаем за всем этим. How we can understand this phenomenon? There is space outside us and space inside us. How is it? Как нам понимать этот феномен, пространство вокруг нас и внутри нас? Space inside us is existing since we started to exist in a form aspect in our body. Появилось тогда, когда появились мы. But space around us is existing long before we came into Пространство existence. вокруг нас, оно существовало много ранее, много до того, раньше. For example, before this room is constructed, what is there? Ну, к примеру, прежде чем это здание было построено, что здесь было? It is only space, Было всего лишь пространство, which is infinite. бесконечное. And then we made this structure. Затем мы построили это здание. Then what is there inside? И что тогда внутри этого здания? Space. Пространство. But this space, we call it as a room, as a hall. Но это пространство мы называем там комнатой или холлом, или залом. How there is space in the hall? Because the hall is made in the space.
И почему существует пространство внутри зала? Потому что зал существует внутри пространства. In the same manner, Таким же образом, the space inside every one of us, this is what we call, that is Victor, this is Ananta, this is Volga. All these are like пространство, rooms, которое different rooms. существует внутри нас, и которое мы называем Виктор, Ольга, там, и все, это значит, такие же комнаты единого пространства. So the space is existing within us because we are made in the space. We are standing in the space. Это пространство существует в нас, потому что мы созданы в пространстве. So all the processes, all the phenomenon И таким that are образом все процессы и феномены, that are existing as the properties of space, они существуют как способности или качества пространства, свойства пространства. they operate in us because inside also there is space. Они значит, действуют в нас, потому что мы и есть пространство. Then somebody may ask that if this is also space inside, there is also space outside. Huh? Why all these forms which we call bodies, all these forms, why they are made by the Lord? Why? What purpose? Ну и если это одно и то же пространство внутри нас и вокруг нас, тогда для чего значит, были созданы все эти формы, наши тела и все формы, которые существуют? To know this, we have to understand Чтобы это понять, нам надо, чтобы узнать это, нам надо понять, that what we observe as the infinite space, because we cannot measure the space at all, надо понять, this infinite space, то, что мы называем бесконечное пространство, космос, this whole space beyond our comprehension, this is explained in the scriptures as the form aspect of the Lord of the universe. надо понять, что в священных писаниях это называется формой выражения или космосом. Just like how we have our body, a structure or form, Так же, как наше тело имеет структуру и форму, the space is the form or the structure or the body of космос the Lord of the является cosmos. пространством или структурой Создателя. Фактически это тело Создателя. То есть, So, this space is called Akasha in the Vedic language. In Sanskrit, it is called Akasha. и пространство на санскрите называется Акаша. So, what is the meaning of the word Akasha? И какое значение слова Акаша? It is called Akasha because it illumines everything that is existing in it. It brings out, it illumines and brings out. That is why it is called Akasha. Оно называется так, потому что оно освещает все, что Освещает illumines. все, и как бы из внутри него все и исходит. For example, all inside and outside. What is there hidden in it? It brings this out, illumines this out. That is Все, что скрыто, оно Проявляет, да? проявляет, Называется освещает, да. Так, потому что все, что скрыто, оно выражает. То, что существует скрыто, оно выражает вовне физическом мире. For example, you take the example of our solar system. Ну, для примера мы можем взять нашу Солнечную систему. So this, from where this solar system came into existence? Откуда Солнечная система произошла? From space only. Только из From Akasha пространства, only. из Акаши. Because this whole solar system, which we can visualize, this Потому что вся эта Солнечная система, которую мы можем визуализировать, it is also like a globe. она существует Concept как of globe. сфера.
So here once again, there is Akasha inside this and Akasha outside this. И в этом случае мы опять видим, что это пространство внутри Солнечной системы, к примеру, и пространство вовне. So this solar system, before it came into existence, Солнечная система, прежде чем значит, прийти в воплощение, быть созданной, where it was existing. где она существовала. If somebody says it was not existing, it cannot exist now also, because something which has not existed cannot exist now. Если кто-то скажет, что Солнечная система значит, появилась впервые, это неправильно, потому что все, что существует сейчас, оно существовало и прежде. So before coming into existence, it was existing in subjective state. И прежде чем быть выраженной на физическом плане, она существовала на субъективном плане. And that has come into objective state now. И теперь она значит, выражена в объективном плане, в объективной форме. You know how many solar systems are there? Знаете, сколько существует солнечных систем? You cannot count. Невозможно посчитать их. Вы не можете посчитать. Because there are, you know, when you take the fruit of a very big tree, you know, the ficus tree, a huge tree with the fruits. Ficus. Ficus. Huge tree with small fruits. Огромное дерево фикуса с очень маленькими плодами. And in every fruit there are many innumerable seeds, small seeds. И внутри этого плода Фиги, инжир. Yeah. И в инжире много семечек таких масеньких. Yes, all the ficus, they are ficus family. Плод инжира, то внутри огромное количество семян инжира. So, from each of this small, tiny seed, once again you get a huge tree. И из каждого этого маленького семени, значит, опять может произрасти огромное дерево. In the same manner, Таким же образом there are clusters and clusters of solar systems. существуют кластеры, то есть, Groups and огромное groups. количество- группы. Это существует огромное количество групп солнечных систем, различных солнечных систем. And each of the solar system И каждая из этих солнечных систем has its own life, its own planets, its own имеет earth. свою собственную its own moon. жизнь, свои планеты, свою собственную Землю и Луну. So the formula is only one formula. И поэтому формула, она всего лишь одна. So once again coming back, so all these Опять возвращаемся назад. are existing Все эти существования, in the subjective state in the Akasha. они, все, что существует, оно прежде было в субъективном, на субъективном плане, в Акаше, в пространстве. And Akasha brings these into the objective form. И Акаша, значит, привносит это на объективный план, то есть дает им форму, которую мы можем видеть. That is why this infinite space is named as Akasha. И по этой причине это бесконечное пространство называется Акаша. Вследствие этой способности выражать на физическом плане то, что существует на субъективном плане, значит, это пространство называется Акаша. То есть как способность выражать то, что существовало невидимо на субъективном плане в видимую форму. So this principle of expansion and contraction, which we call pulsation, is a property of Akasha. И поэтому принцип, о котором мы говорим, вот, значит, чередование сжатия и расширения,
Это является способностью самого пространства или акаши. Easy but impossible to input this. This wisdom we should not try to put inside. It is always there, and when we expand, then we can realize this. Она говорит, что эту мудрость не надо в голову вкладывать, потому что она есть везде, и когда мы расширяем сознание, мы ощущаем. This is the science which make you know yourself. И это наука, которая позволяет вам узнать это, самому узнать это, увидеть это. And how you are connected to the universe. И то, как мы связаны с космосом. So then once again coming back, so this Опять process возвращаясь of назад, этот процесс in the process of пульсации, inhalation and exhalation, процесс вдоха и выдоха, which is an alternation of these two pulsations, и что является, значит, процессом выражения двух противоположных пульсаций, how this phenomenon is executed, what means execution? execution. Исполнение. И как этот феномен выражается, проявляется? It is by the operation of a sound potency which is there in the akasha. Это происходит вследствие выражения звукового свойства, способности, которые существуют в акаше, в пространстве. And that sound potency is technically called the single letter word. И эта звуковая способность, потенция выражается в единственном in single, One lettered word. A В слове, word of которое one letter. выражено одной буквой. словом, которое выражено одной буквой. And that is what is called Om. И эта буква, то, что называется Ом. You know, these are all universal symbols. Все, вы видите, что все эти универсальные символы, First we have to remember that all these wisdom is eternal and impersonal. It is not confined to any one religion or something. мы должны понимать, что все эти символы и знания, они универсальны и не принадлежат ни одной религии. That is why you find this wisdom in the scriptures of all religions. И именно по этой причине мы можем найти эту мудрость, эти символы во всех религиях. So, this Om is the potency which is making it possible, И which is working Ом through our inhalation and exhalation. это свойство, значит, это потенция, которая позволяет выражаться вдоху и выдоху, как вдох и выдох в человеке. So when we spend some time every day Поэтому если мы потратим некоторое время каждый день, to observe our inhalation and exhalation, наблюдая за своим дыханием, вдохом и выдохом, so then you can realize what is happening. тогда мы сможем понять, что происходит. So when we make inhalation, Когда And мы keep делаем observing. вдох, наблюдая за ним, then there is the operation of the sound potency, so. в этот момент происходит реализация звуковой потенции со, звук со. So make inhalation and Делаем then вдох, it goes on with мы so можем заметить, что он inside, продолжается in the mind. звуком со, At the level of mind, so like this. on the level of mind. Because you cannot, while inhaling, you cannot utter out. You cannot utter physically while inhaling. Вдыхаем, мы не можем произносить звук, поэтому это в ментальном плане, звучание ментальное. So it is the operation of the potency, so, И это sound potency. выражение значит, способности звука со. And while exhaling, И когда мы выдыхаем, it is the operation of the sound potency, hum. это выражение звуковой потенции хам. So this is the alternation of inhalation and exhalation with this sound potency. So hum, like this.
И дыхание таким образом выражается звуками на вдохе со и на выдохе хам. Чередование звуков со, хам. And these two sound potencies which are alternating, И две эти звуковые способности, которые противоположны, they are чередуются. they are two halves of one potency, that is Om. Они являются двумя частями способности, которая называется Ом. That is why symbolically it is called a swan, Hamsa. In Sanskrit, swan is called Hamsa. И это по этой причине, значит, ее называют лебедь. На санскрите хамса. Hamsa is the bird swan. На санскрите хамса это птица-лебедь. And this inhalation and exhalation, И этот процесс вдоха и выдоха it is symbolically explained that these are two называются, Wings. символически объясняются как два крыла of this bird, Hamsa. Птицы-лебедь. And in the scriptures you find symbolically that Hamsa is the vehicle of the Lord of Utterance. И символически в ведах это изображается тем, что Брахма, значит, летает на лебеде, изображается летящим на лебеде. So when you observe, and so hum, when you observe it, alternation, Когда мы наблюдаем значит, чередование со-хам, then what happens? So when you utter so hum, it becomes hum, so hum, so hum, so. если мы начинаем это не без паузы делать, со-хам, хам-со, превращается в слово, которое на санскрите называется лебедь. Означает лебедь. Хамса. Hamsa. So this is the operation of. So this is the sound potency Om. That is responsible for our inhalation and exhalation. Поэтому звуковая способность космоса, которая называется Ом, она отвечает за способность, за процесс вдыхания и выдыхания. То есть она управляет процессами дыхания, вдоха и выдоха. And this whole process is very rhythmic. И весь этот процесс, он очень ритмический. And this rhythm is called Samaveda. И этот ритм называется самаведа. Interesting. So in the Rigveda you find В Ригведе мы находим these mantras in the form of stanzas, это мантры в форме станц, and in Samaveda you find these mantras which are sung like a musical song. Если в Ригведе эти знания даются как станции, выражаются как станции, то в Самаведе они in Samaveda, First is Rigveda, yeah, and it is Rigveda. Samaveda. Yeah. And in Samaveda These mantras are, in the Rigveda the mantras are, with intonation they are normally chanted. Yeah, In Samaveda they are sung like a song with musical notes. В Ригведе они выражаются как мантры, а в Самаведе они выражаются как песни, в музыкальных ритмах. So all this arrangement of these mantras and this text is according to these principles. И все оформление значит, этих ведических знаний, Ригвед и Самаведа, они соответствуют этим принципам. And the third part of the Veda is called Yajur Veda, Yajur Veda. Третья часть Вед называется Аджур Веда. Яджур. Яджур. Ну, мы говорим Аджур, а они Яджур Веда. Яджур Веда. Yajur means the plan. Яджур это слово означает план.
Therefore, Yajurveda is called the mind, because the plan, where the plan exists, it is in the mind. По этой причине, значит, ее называют как ум, потому что где существует план? Существует в уме. For example, when you make a buildings, there are so many Например, когда buildings here построено also. здание, Before you start прежде чем начать building a structure, выполнять строительные работы, what you do? First you go to the architect for a plan. что мы делаем? Мы идем к архитектору, который делает нам план. So if somebody says, I don't need a plan, I start constructing without a plan, you can't do it. И поэтому, если кто-то говорит, что мне не нужен план, я начну строить так, то значит, ничего не получится. So, what the architect does is, he draws a plan and gives to you how it should be Что делает constructed. архитектор? Он изображает план, делает значит, расчеты конструкции и показывает нам. And where is this plan before it is brought into a form? Where is it existing? Но где был этот план, прежде чем его выложили в форме, ну, например, в It is чертеже? existing in the mind of the architect. Он существовал в уме архитектора. Suppose Victor wants to make a building. Например, там Виктор захочет построить здание. Before building, there is only there is nothing. There is only Но прежде the place на where you этом want to месте build. ничего нет, на котором мы хотим Empty построить. place. Пустое место. So you invited your friend who is an architect. Да. Что он сделает? Он пригласил своего друга, который архитектор. So when you look at the place, we look at the place, it appears only just the place, empty place. There is nothing. И глядя на это место, мы просто видим пустое пространство, пустое место. But when architect looks at the place, Но когда архитектор смотрит на это же место, in his mind already the whole structure stands as a plan. в его уме вся конструкция возникает как план. Then only he can make a plan of the structure. Otherwise, how can he bring it? И только тогда он может делать чертежи этого здания, потому что иначе это невозможно никак. По-другому никак не может быть. So there is so much process. First, he visualizes. In his mind, he visualizes a plan. Следующий процесс, у него он визуализирует сначала это здание, а потом у него возникает And that he can draw. план, Make a drawing. и только тогда он может его значит, рисовать и делать чертежи. And then, according to that, the mason can build И the только structure. вследствие, после этого, в соответствии с этим планом, каменщики, да, бассейн сбил. Каменщики могут строить стены и конструкции. So this plan is called Yajurveda. И этот план называется Аджурведа. Yajurveda. Because this is the plan in the mind of the creator before it is brought into existence. Потому что суть в том, что это план, который существовал в уме Бога, прежде чем он его воплотил в форму жизни. And then, in the fourth stage, И тогда затем, на четвертом этапе, it is called Atharva Veda. это называется Адхарва Веда. That means the application of this on the physical plane, how you have to apply this. Это называется реализация этого в физическом мире. Как мы можем это реализовать? So all this universe, how it is built, Поэтому весь этот космос, как он построен, it is in this order. значит, он создан в этом порядке, в таком порядке, как мы. So it is same order, just like how we utter the word. И это та же самая последовательность, которая происходит, когда мы произносим слово, любое выражение.
So all this process is through Akasha that is happening, through the И space. все эти процессы